Всем привет из Германии! А мы готовим ужин. Сегодня на ужин мы запечем картошку в духовке, а кроме картошки еще добавим морковку, яблоки вот такие красивые, краснобокие, лук, чеснок, масло растительное приготовили уже, приправы и кулинар за рабочее место. Я снимаю, а дочка мне помогает готовить. Вот такой у нас сегодня расклад. Да. Крошим мы не крупно, как, Тань, пополам и вот на такие дольки. Да. И пока складываем просто все в кастрюлю. И как всегда у нас тут помощники. Фетка бегает, марципан. И еще у нас тут Шпулька. Сегодня у нас вот такая разношерстная компания помощников. Да, Шпулька? Шпулька такая серьезная. Такие у нее тут белые эти шерстинки. Скажи, просто красавица. Угу. Так, уже порезали яблоки. В целом они обычно очень сильно запекаются, поэтому или половинки, или четвертинки. Но сегодня решили сделать половинкой. Не мельчить. Сегодня не будем мельчить. Да. Лук тоже запекаем. Берем в кожуре. Можно без кожуры, но мы делаем обычно в кожуре. У нас находится крупная. Можно на четвертиночки. Так, что мы сейчас делаем? У нас осталась только одна морковка. Остальное скормили собакам. Больше нет морковки. В качестве лакомства. Да нет, последняя залетная. Так, крошим ее примерно вот такой. Тоже крупно, тоже не мельчим. Толщины кружочками. Да. И все в картошку. А это картошка вся? Да, картошка вся. У нас тут есть еще чеснок. Обычно мы его не добавляем, но сегодня захотелось добавить. Я думаю, почему? Хороший такой ароматик будет от чеснока. Да, я думаю, что мы его почистим. Не хочу его крошить, но хочу его поштрикать, чтобы было больше. Чтобы аромата. Не только сок выходил, да, но и ароматик такой душистый. Да. Так, все. его мы тоже отправляем В кастрюлю. Картошку. И продолжаем дальше. Наша самая ответственная часть. И самая приятная. Это какая? Выкладываем на противень? Нет, еще надо посолить. Да, еще надо посолить, добавить все приправы. Так, солим на глаз. У нас тут есть еще очень вкусные карри. Соль, карри, смотрю. Орегано. Обязательно травку добавляем. Или итальянские, или прованские. У нас сегодня орегано. Так, черный перец. Перец молотый. Ух ты, перца сколько. Щедренько, да? Я думаю, что можно еще немножко посолить. Немножко соли, да. Мы уже солили, но еще чуть-чуть. Берем рапсовое масло. Да, в качестве масла у нас сегодня рапсовое масло. И все перемешиваем. А я пойду готовить противень. Я подготовила противень, застелила его бумагой пекарской и просто сейчас все выкладываем ровным слоем, равномерно распределяем. Видно, сколько ты масла много добавила, да? Руки, да, руки такие масляные. Секрет приготовления этого блюда, чтобы все было хорошо промаслено. До того, как начинаем подготавливать все ингредиенты, не забываем включить духовку. Да, духовку. Мы ее точно. ставим на 180 градусов. Духовка у нас уже разогревается. Да. Так, если вы обратили внимание, то мы не отправили в кастрюлю яблоки Не и отправили. лук. А Да. чеснок где? Да, чеснок уже здесь. Чеснок здесь. Да, это напротив. мы сделали специально. Лук обычно, если его размешивать вместе с картошкой, он распадается. Нам нужны целые четвертинки, поэтому Просто мы его обмакнем. в оставшееся масло. Да. Со специями. Так. Просто его окунаем Да. Также в этот я маринад думаю, своего что рода. вы знаете свою духовку, где огня больше, где поджаривается больше. У нас это под стеночками. Мы
Будем переворачивать противень, но тем не менее лучок я хочу, чтобы зажарился. Мы его... И сегодня мы лук на самом деле ты порезался, или может лучина была крупнее, да, попалась? Да, обычно по половиночке. Поменьше Да. или по половине. Так, мы выкладываем это подстилочку. Марципан подсел поближе. А вот яблочки нам наоборот, не хочется, чтобы они сильно зажарились. Такие вкусные печеные яблоки я обожаю просто. Выложим на серединочку. Они пропекутся хорошо. Да, они в любом случае пропекутся хорошо. Марципашка, скажи, что-то у вас сегодня тут без мяса, да, марципан? Вот так вот, такая у нас картина. Картофельно-луково-морковная яблочно-чесночная получилась. А духовка еще нет, духовка еще не готова. Она уже не подходит, уже скоро. И остатки масла, если у вас есть, Да, тоже тоже сюда. выливаем сюда. Тоже сюда. Так, сейчас мы только равномерно распределим. Вот, противня как раз нам все хватило. Мгм. Все поместилось. Просто красота. Теперь ждем, когда у нас нагреется духовка. И в духовку минимум на 20 минут. Да, Тань? 20-25 мы готовим, да? Можно больше, да. Надо смотреть по Да, картошке. по картошке. По сорту картошки, потому как у вас жарит духовка, жар идет в духовке. Как вы крупно порезали. как вы мелко Первое время мы порезали. так часто это делали. Потом у нас был перерыв. Что-то нам немножко, да, приелось, поднадоело. А сейчас прям так хочется, хочется и хочется. Такая Все, красота. ждем духовку, да, и отправляем в духовку. А тем временем готовим салат. Приготовили крабовые палочки, вареные яйца, зеленый лук, банка кукурузы. И вот такая у нас есть емкость, которую мы будем размешивать салат, заправлять, а потом переложим в другую тарелочку. Фетке что-то не нравится. Все стулья, скажи, заняты на одном. Пульте сидит, на другом марципан. Фет, ты чего тут на них? Чего они не так сделали? Они тихо, мирно сидят. А ну-ка давай не буянь. Ты посмотри-ка, разошлась как. Ох, сердуха какая. Пока Фетка выясняла отношения под столом, Таня все быстро покрошила. Все покрошила, и лук зеленый, и яйца, и палочки, добавила кукурузу, соль, перец. Перец на любителя. Перец на любителя. А ты не всю банку? Не всё. Не всю выложила, да? И майонез на любителя. Мы любим, когда хорошо майонезом смазано. И все просто перемешиваем. Палочки, я смотрю, ты мелко покрошила, да? Можно покрупнее, кто как любит. Вот такой вкусный легкий салат получается. Майонезный легкий салат Майонезный легкий салат. на ужин. А тут, кстати, не написано. Ого, какой жирный. Жирный майонез. Лучше не углубляться. А зеленый лук сверху просто переложим, да? Все перемешали и перекладываем в салатник. Быстро, просто. Быстро, когда все в 4 руки, все получается быстро. 4 руки? 4 руки, да. Я же снимаю, 2 руками держу телефон. Конечно. А ты как думала? И обильно посыпаем луком. Крабовый салат под луковой шапочкой. Да? Все? Все, ждем картошку. Сколько у нас? Минут 10 уже прошло. И скоро. Достаем картошку из духовки. У нас прошло уже чуть больше 15 минут, где-то 15-20. Вот уже смотрим, подрумянилась и шипит, шкварчит. Вон лучок уже поджарился. Что ты хочешь делать? Просто перевернуть противень, да? Потому что И снова еще, да, еще поставь. Пусть картошка побольше подрумянится. Вот такой вот вариант. А мы противень из духовки уже достали. Прошло еще
минут 10. Значит, в общей сложности у нас было 25 минут. Не, больше. Больше, да? Полчаса, наверное, но не больше, Тань. Посмотрите, как хорошо пропеклась, зарумянилась картошка. Вот это лучок, морковка, лук. А яблоки какие красивые. Вот что только чеснока не вижу. Не вижу чеснока. Где-нибудь под картошкой спрятался. Вот такая вкуснятина у нас получилась. Такое вкусное, простое блюдо мы приготовили. И хочу сказать, что с противня мы никогда не перекладываем эту картошку на тарелку. Вот кушаем прям горячее пока нас сразу с противня. Так что мы не будем задерживаться, долго вам показывать. Все очень вкусно, можете поверить нам. Мы садимся кушать. Всем всего доброго. Пока.